Самая восточная точка Хоккайдо. Чувствуешь себя как на краю земли. Адская долина. Как будто это декорация. Вы что-то в этой жизни поймете. Здравствуйте, мои дорогие снобы. Меня зовут Виктор, и я рад вас приветствовать на моем канале Аомори для снобов, где я обычно рассказываю вам об интересных местах этой префектуры. Но сегодня мы отправляемся на остров Хоккайдо. Это самый северный японский остров, самая крупная и самая новая японская префектура, и она славится своей дикой природой. Так что вместе со мной давайте отправимся на пароме через пролив Цугару, который также называется Сангарским проливом. Но не на этом пароме, который за спиной, а тот, на котором я сейчас нахожусь. Я надеюсь, что это будет интересное путешествие. Оставайтесь до конца. Итак, друзья, мы добрались до Хоккайдо. Дорога на пароме занимает 4 часа. Паром очень комфортный. Там можно и принять душ, и поспать, если вы водитель. И вообще там интересно наблюдать за морем. Море красивое, почти как в Средиземном море. Такой цвет почти индиго. И мы прибыли в город Хакодате. Поели морепродуктов возле центрального вокзала на рыбном рынке. И мы поднялись на смотровую площадку на гору Хакодате. Откуда открывается один из самых красивых ночных видов Японии, городских. Не знаю насчет ночи, но днем здесь действительно красиво. С одной стороны море, с другой стороны море. Тут такой узкий перешеек. На 360 градусов можно посмотреть вокруг. И Хакодате — это интересный исторический город. Когда-то он был центром освоения Хоккайдо. Сейчас, конечно, он значение свое в этом плане немного утратил, но он по-прежнему остается важным торговым, рыбным и культурным городом. И здесь очень много исторических европейских построек конца 19-го, начала 20 века. И когда-то здесь открылось первое консульство России в Японии. Итак, друзья, после смотровой площадки на горе Хакодате мы приехали в женский католический Траппестинский монастырь ордена Сито, или другое его название — монастырь Богоматери Ангелов. По-русски звучит как-то странно, соглашусь, и я ничего не знаю про орден Сито, но посмотрите на эту интересную и привлекательную архитектуру европейскую. Он был основан французскими монахинями в конце 19 века. Насколько я понимаю, он до сих пор действующий. Вон там, за забором, скорее всего, живут монахини. Но, судя по фотографиям, это уже не француженки, а японские женщины. А место действительно такое приятное, спокойное. Там уже вход бесплатный. Поэтому будете в Хакодате, заедьте сюда тоже. Итак, утро следующего дня. В очередной раз на рыбном рынке, позавтракав морепродуктами, отправляемся дальше. Уже выезжаем из города Хакодате. Итак, в 20 километрах к северу от Хакодате есть небольшая возвышенность, с которого открывается вид на вулканический залив, так называемый. Его практически не видно, потому что небо сейчас заволокло. Но здесь, смотрите, открывается вид на эти вот холмистые горы. Виды так немножко пугают и завораживают, но прелестное место. И интересно, что на одном из участков при подъеме сюда есть музыкальная дорога. То есть, если ехать с определенной скоростью, 50 км в час, то можно услышать мелодию. Конечно, не как из цифрового динамика, но какую-то мелодию слышно, это интересно. В Японии такие штуки любят, иногда они попадаются. Итак, продолжаем двигаться дальше на север. Прибыли в парк Оонума, что значит большое болото. Это озеро вулканического происхождения. Этот парк был популярен еще в 19 веке в императорской семье. Они часто сюда приезжали. В хорошую погоду отсюда виден вулкан Комагатаке. Сегодня, к сожалению, тучками заволокло, поэтому видимость здесь не очень. Но здесь есть пешеходные маршруты, по которым можно погулять от 15 минут до часу, покататься на лодочках, на катамаранах. И можно здесь провести несколько часов, если у вас есть время. Место весьма приятное, но у нас времени мало, поэтому мы будем двигаться дальше на север и долго здесь задерживаться не станем. Итак, приехали на озеро Тоя. И здесь вот можно полюбоваться озером, можно даже покататься на вертолете. Правда, удовольствие не самое дешевое, 3 минуты 5000 йен, но я думаю, что виды того стоят. И вот еще одно совершенно потрясающее место.
смотровая площадка. Здесь вид даже еще лучше, чем вот на той популярной площадке. Здесь, кстати, никого нет. И вот видите, вот эти вот островки, и справа такой большие два холма. Это острова в самом центре этого озера расположены. Тоже в результате извержения вулкана вся эта красота образовалась. И здесь, кстати, растут сливы, поэтому я думаю, что весной и осенью здесь просто потрясающий красивый вид. Итак, под вечер мы прибыли в город Муроран. Это портовый город средней величины, расположенный на сопках, прямо как Владивосток. Тоже здесь бухта Золотой Рог, Хамберский мост. Я все такие подвесные мосты называю хамберскими. Итак, вот мы прибыли на вторую точку. Здесь, конечно, вид прекрасный. Вот этот мост на закате, ветряные мельницы, сопки, залив. И даже вот эта промзона, вот там промзона, вон там вот эти промзоны, они даже как-то смотрятся здесь уместно. Это, знаете, напоминает какие-то картинки из прошлого. Что-то как будто это нарисованное, что-то не совсем настоящее. Может быть, потому что здесь достаточно тихо, слышно только птичек. В отдалении летит самолет, а город как будто это декорация. И вот еще один вид. Смотрите, как потрясающе все это смотрится на закате. Прям как в кино каком-то. Действительно, улицы напоминают чем-то Владивосток. Правда, вместо безобразных многоэтажек здесь частные дома. Но многоэтажки, кстати, тоже есть. Немного, правда, к счастью. Вот, посмотрите, какой еще потрясающий вид. И там вот даже жилые дома. Чудно. Дорога, правда, очень такая страшная, через лес. Одна полоса, убитая, но оно того стоит. Смотрите, какое чудо. Это очередная смотровая площадка на горе. Видимо, это самая высокая гора непосредственно в городе Муроран. И от нее, в принципе, на 360 градусов видно все. И на закате особенно такая создается некоторая таинственность. И вообще, я не думал, что Муроран будет настолько интересный. Я думал, что это просто портовый город, в котором необходимо будет просто переночевать и ехать дальше. Но здесь есть что посмотреть. Здесь красивые виды, очень красивая природа. Итак, друзья, утром отправились еще в несколько красивых мест в городе Муроран. Вот, например, такое. Смотрите, скалы, чистая лазурная вода, прозрачная. Вон там рыбаки, видимо, выходят в море на улов. Очень красиво. Еще одно совершенно потрясающее место называется мыс Земного Шара. Видимо, название из-за того, что здесь на 360 градусов открывается прекрасная панорама на горы, на город, на море, скалы. В общем, тут, видите, там вдалеке ветряные мельницы. Просто совершенно замечательное место. И здесь никого нет. Чувствуешь простор. Чувствуешь простор. Очень здорово. Просто нет слов, только музыка. Ну и есть еще вид на вот эти совершенно потрясающие скалы. Вдалеке виднеется прибой. Прямо отрада для глаз. Будем потихоньку выбираться из Мурорана, хотя я уверен, что здесь еще много интересных есть мест, но время, к сожалению, ограничено. Итак, добрались мы до города Нобурибецу, который славится своими горячими источниками. И мы приехали в очень знаменитое место Дзигокудани, что переводится как «Адская долина». В этой долине из земли бьют гейзеры с характерным сероводородным запахом, прям как на Камчатке. Но сюда не надо лететь на вертолете, можете доехать сюда на машине, на автобусе. Туристическая инфраструктура здесь прекрасно развита, огромное количество отелей на любой вкус, поэтому на Хоккайдо, если вы приезжаете, то, конечно, это место одно из обязательных к посещению. Хотя здесь много иностранцев, много туристов в принципе, конечно, это создает некоторый дискомфорт, но знаменитые места, они чаще всего такими бывают, особенно если для них сделана инфраструктура. Ну, запах здесь, конечно, не самый приятный, но красиво. Такой пейзаж несколько неземной. Рядышком с Адской долиной есть так называемая Оюнума, то есть большое болото кипятка за моей спиной. Температура на поверхности
50 градусов, в самом жарком месте 130. И вот здесь возле берега она такая лазурная, дальше какая-то черная, и там вот серого цвета, и валит дым из гейзеров. Так что очень такое красивое и необычное место, если, конечно, вы не выросли рядом с гейзерами. И рядышком болото поменьше, но такое же горячее и такое же вонючее. Уже под вечер приехали на озеро Сикоцу, которое является частью национального парка Сикоцу-Тоя. Тоя – это озеро, где мы были вчера. Ну, здесь озеро, да, вокруг горы, вулканы. На мой взгляд, озеро Тоя более интересное, благодаря острову в середине. Но здесь тоже приятно. Здесь можно погулять. Рядом есть ухоженный парк, где можно присесть. Прибыли в город Томакумай. Это тоже портовый город. В отличие от Мурарана, в нем особо нет ничего интересного, вроде как. Но в городском парке водятся олени, прям как в городе Нара. И в этом же парке есть смотровая башня, с которой открывается вид на город. Ничего, такой большой, живой город. Там порт, а с другой стороны горы. Вон они, зеленые горы, там вдалеке вулканы. Очень зелено, очень так приятно. Ну и этот городской парк, он весьма большой, весьма зеленый, сделанный со вкусом. На первый взгляд, мне кажется, что в этом городе приятно жить. Следующим утром мы еще посетили парк, в котором находится местный краеведческо-художественный музей. В целом ничего особенного, но парк приятный, очень зеленый, настоящий. Здесь разные статуи, газовые фонари. Достаточно приятное место для городского отдыха. И могу сказать, что при первом приближении город Томакумай производит скорее приятное впечатление. Он относительно зеленый. Здесь вдоль дорог, вдоль тротуаров много где высажены деревья, есть нормальная тень. И это очень необычно для японских городов и очень хорошо. И даже чем-то он напоминает какой-нибудь провинциальный российский город. Широкие проспекты с бульварами, промышленно немного запустелый пейзаж, но нет мусора, и это хорошо. Дорога, по которой мы едем к мысу Эримо, называется дорога Тонгари. Дорога, конечно, это изобилует всяческими природными красотами, поэтому, конечно, здесь есть смысл брать автомобиль и потихоньку ездить, останавливаясь в самых интересных местах. Итак, друзья, мы наконец прибыли туда, куда мы сегодня весь день ехали. Это мыс Эримо. Вот, мы добрались до юго-восточной оконечности Хоккайдо. И это просто потрясающе. Вот уже на подъезде пейзаж резко поменялся, стал какой-то северный, не знаю, ирландский что ли. Никогда там не был, к сожалению, пока. И я уже предвкушал, что будет что-то потрясающее, и вот оно, понимаете? Вот я попробую на камере передать, заснять виды, чтобы вы тоже немножко прочувствовали. Не знаю, насколько это получится, но тут так вот, знаете, чувствуешь себя как на краю земли. Вот, знаете, чувствуешь, что все, дальше безбрежный океан и ничего нет. Ну, по сути, так и есть. И мне кажется, что если вы вот здесь день проведете, правильно одевшись, потому что здесь очень сильный ветер, поэтому пришлось накинуть курточку, то вы что-то в этой жизни поймете. Ну, хотя бы чуть-чуть. Вот если походите, так посозерцаете несколько часов, посмотрите здесь, там, я думаю, да, что-то вы поймете. Поэтому обязательно сюда приезжайте, если такая возможность есть. Мы на самом краю мыса, с которого видны скалы, на которых обитают тюлени. Как нам сказали в музее при этом мысе. Даже есть телескоп, чтобы за ними понаблюдать. Но, к сожалению, тюленей я там пока не увидел, но, возможно, еще не вечер. Знаете, глядя на эти бушующие волны внизу, вспоминаются строчки из Гамлета. Там поневоле сами возникают отчаянные помыслы в мозгу у тех, кто с этой кручи смотрит в море и слышит, как оно ревет внизу. Честно говоря, у меня таких мыслей не возникает, но вид замораживающий. Следующим утром мы отправляемся в большой марш-бросок до городка Немуро на самой восточной оконечности Хоккайдо. И по дороге постараемся останавливаться в других интересных местах. Дорога через леса, долины, ущелья очень живописная.
на многих участках прямая, очень мало машин, ехать одно удовольствие. Правда, надо быть осторожным с дикими животными, особенно с оленями. Они часто пасутся вдоль дороги. Ну а ехать вдоль моря всегда красиво. Итак, друзья, по дороге к Немуро решили заглянуть в национальный парк Усиро-Сицуген. Это один из нескольких национальных парков на Хоккайдо. Честно говоря, для меня он кажется менее интересный, поскольку я люблю больше горы, но здесь тоже очень так красиво. Водно-болотное угодье. И камера, наверное, не передает, но здесь вот чувствуется такая широта и мощь этого места. Вот поэтому тоже сюда можно заглянуть. И вот еще несколько потрясающих морских видов по дороге к Немуро. А здесь и живой олень в придачу. В поселке Хаманаха сразу несколько потрясающих обзорных площадок. А на мысе Киритаппу есть маяк. И это тоже совершенно потрясающее место. И кажется, оно пользуется большим спросом среди кемперов. Это, вот знаете, чувствуешь себя как на краю земли. Прямо вот природа, океан, больше ничего нет. Все, дальше безбрежный океан. И настолько здорово, что не хочется возвращаться не только на работу, а не хочется просто в какой-то в город даже возвращаться, ну, в такой обычный. Потому что это настолько прекрасно, настолько невероятно, что хочется здесь остаться на подольше. Но, к сожалению, продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Бронь отеля есть, хозяин ждет на месте. Хоккайдо весь за день проехать, не поле перейти. Вот с такими стихотворными извращениями, к сожалению, уже приходится покидать это место. Ну а Борис Леонидович, я думаю, нас простит. Итак, вечером прибыли в город Немуро, на самой восточной оконечности Хоккайдо. Но уже было поздно, поэтому следующим утром будем исследовать и город, и весь этот небольшой, но интересный полуостров. У нас для этого есть целый день. Мы посетили городской парк Мэйди. И сооружение за моей спиной – это силосы животноводческой фермы. Построены они были где-то 100 лет назад, а сейчас являются объектом культурного наследия Хоккайдо. Друзья, кстати, интересный факт. В городе Немуро в старшей школе, которая за моей спиной, изучает русский язык. Любопытный факт. В самом городе Немуро особо делать нечего. Тут разбитые дороги с неудобными светофорами. Правда, в городе можно встретить гуляющих оленей, а за чертой города есть небольшой, но интересный бесплатный краеведческий музей. Друзья, мы наконец добрались до кульминации вообще путешествия на Хоккайдо. Это мыс Носаппу. Это самая восточная точка Хоккайдо и вообще, в принципе, самая восточная точка суши Японии, которую Япония сейчас контролирует. И вот видите этот маяк, да, такой необычной формы. Открою вам маленький секрет. Вот, собственно, из-за этого маяка, из-за этого мыса я сюда и приехал. А почему же? Что такого необычного? Да? Почему именно вот этот маяк мне нужен? Это уже большой секрет, поэтому я вам о нем не расскажу. И всего лишь несколько человек понимают смысл вот этого вот сооружения. Значит, отсюда у нас что видно? Вот там вот начинается уже Курильский архипелаг. Как-то все плоско немножечко. И, честно говоря, я несколько разочарован, во-первых, потому что нельзя спуститься туда, а мне надо было туда спуститься. А во-вторых, ну, как-то вот здесь, знаете, вот нету той энергии океана, той силы океана, которая была, например, на мысе Эримо или мысе Киритаппу вчера. Вот, поэтому несколько, да, так вот, есть разочарование, но на этом полуострове есть другие смотровые площадки, и там, возможно, будет что-то более такое величественное. Хотя меня уверяют, что обычно здесь так более волнисто. Более волнисто, есть такое слово? Более как?
Меня уверяют, что здесь обычно волны больше, ветер сильнее, но вот так вот в этот раз как-то не удалось. Поэтому давайте посмотрим еще в округе, что здесь есть. Возможно, будет что-то такое какой-то более интересный вид. Но на самом полуострове Немуро есть несколько красивых мест. Например, мыс Ханасаки. А дальше у меня разбилась камера, поэтому пришлось снимать все на старый телефон, где качество видео намного хуже. Поэтому не буду утомлять вас подробными репортажами со второй половины поездки. Просто кратко расскажу о самых интересных местах. Следующей точкой стал национальный парк Акан-Масю с потрясающими горами и озерами, еще более красивыми, чем в национальном парке Сикоцутоя. Здесь также большое количество обзорных площадок и пешеходных лесных троп. К тому же здесь работают несколько культурно-этнографических деревень в айнском стиле. В них можно посмотреть песни и танцы, купить сувениры, а также попробовать блюда айнской кухни. Например, такое вот жаркое из оленины. Кстати, довольно вкусное. Правда, на второй неделе путешествия подвела погода. В горах постоянно шли дожди и стоял туман, поэтому удалось увидеть далеко не все. Следующее место назначения – национальный парк Сиретоку. Это самый дикий национальный парк Японии. Он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и его неофициальное прозвище – «Страна медведей». К сожалению, и здесь вместо живописных горных видов пришлось довольствоваться живописными туманами, но немного природных красот все же удалось посмотреть. Следующим национальным парком на пути стал парк Дайсэ-Цудзан в самом центре префектуры с самыми высокими на Хоккайдо вулканами и водопадами и скалами необычной формы. Наконец мы прибыли в город Саппоро, столицу Хоккайдо. Это большой двухмиллионный город, и по мне, это самый оптимальный город для жизни в Японии. Он не такой перенаселенный, как Токио, но это и не провинция. Здесь живут современные городские жители, город развивается, а университет Хоккайдо с потрясающим зеленым кампусом в самом центре города один из лучших в Японии считается. Здесь учился, а затем работал нобелевский лауреат по химии за 2010 год Сузуки Акера. И сам город относительно зеленый, здесь немало улиц с зелеными аллеями, летом есть тень, а в черте города есть несколько настоящих парков. Транспорт в городе хорошо развит, ЖД-дорога, автобусы, трамвай, метро, подземный город в самом центре длиной почти 2 километра. И, что мне особенно нравится, в Саппоро настоящая снежная зима, и часто стоит минусовая температура, а летом нет такой духоты, как на острове Хонсю и южнее. В часе езды от Саппоро побережье Японского моря с потрясающей бирюзовой чистой водой. Место для купания найти, правда, непросто, но можно. И в конце путешествия мы опять вернулись в город Хакодате. При более близком рассмотрении Хакодате оставил не очень приятное впечатление. Пыльный портовый город, разбитые дороги, грубоватые по японским меркам, естественно, люди. Так что жить я бы тут не хотел, но есть красивая архитектура. Вот здание бывшего посольства Российской империи. Сейчас там полузакрытый дорогой отель. Это действующая православная церковь. Рядом действующая католическая церковь. Вот филиал Дальневосточного университета. Про качество обучения ничего сказать не могу, там не учился и даже не был внутри. Правда, перед входом уже много лет висит краткий русско-японский разговорник с некоторыми неточностями. Так что выводы делайте сами.
В городе еще встречаются указатели на русском языке. Но наше путешествие заканчивается, поэтому возвращаемся на пароме до Аомори. Могу сказать, что Хоккайдо — это, пожалуй, не только самая лучшая префектура Японии, если говорить о дикой природе, но и самая лучшая префектура Японии для жизни, если говорить обо мне лично. Так что, друзья, если вам видео понравилось, то поставьте лайк, напишите комментарий. На этом я с вами не прощаюсь. Я говорю до свидания и до скорых встреч в Японии.